Здорово! Сегодня я установил мод, добавляющий крафты всех мобов, у которых есть яйца. И я про яйца спавна. Моя задача собрать все их крафты и призвать выживание. Начиная от самых легких и полезных, дойдя до опасных боссов этого мира. И все, как ты любишь, на сложности хардкор. Кстати, этот мод я уже скинул в своем телеграм-канале. Подписывайся и не забудь про лайк и комментарий. Погнали! Вот мы и появились в этом прекрасном мире. И тут как раз уже бегают нужные нам курочки, с которых мы и получим наше первое яйцо. А пока добудем дерево, крафтим верстак, делаем первые свои инструменты, рубим больше дерева, немного камушка для того, чтобы обновить свои инструменты. И это прекрасная свинка. И это, и вот это. Опа, это что за комбо такое? Разрушенный портал и затонувший корабль, а еще и подводный данж, который мне в будущем тоже пригодится. А вот и наше первое яичко, которое идет к нам в счетчик, и с помощью которого мы будем крафтить всех последующих мобов. Так что ты мне еще нужна. Крипер, с него ничего не выпало. Паучок, еще один зомби, еще одно яичко. Пожалуй, заберемся в безопасное место как можно выше и здесь скрафтим нашего первого моба. А именно из гнилой плоти зомби и из ниток паучка. Собственно, вот они у меня в руке, и я прямо здесь их могу призвать и заспавнить этого паучка, который дерется, ё-моё. И вообще офигел, это была моя курица. А пока крафтим лодку и отправляемся на корабль, который я заметил неподалеку. Здравствуйте, сундучки мои. Офигеть, сколько тут железа. Еще и золото есть. А во втором уголь и немножко пшеницы. Ничего страшного, из этого я сделаю себе немножко хлеба, который крафтим прямо сейчас, а также обновляем свою кирочку. Хотел добыть золото с портала, а его и нету. Ну зато офигеть, какие вещи в сундучке. Скорее это все забираем. Опа, так тут еще и грибной биом рядом. Вот это мне повезло. Опачки, ботинки. Да не простые, а на ледоход 2. И здесь у нас целая куча полезных ресурсов. Главное теперь не умереть, ё-моё. Пока мы здесь стоим и не тонем, сделаем себе немного железной брони, немножко мяска. Жалко, с них не выпадают мухоморы, которые мне, кстати, тоже нужны. Да вы только посмотрите, как мне нереально везет на эти структуры. Мне кажется, это лучшее начало выживания в Майнкрафт хардкоре. Опс, топорик есть и немножко обсидиана, которым я тоже воспользуюсь. А ну иди сюда, ты мне тоже нужен для крафта. И мне кажется, это финальный корабль, который здесь есть. Здесь бесполезные книжки, ага, понятно. А в этом сундуке у нас, опа, железо и мой первый алмазик. И вот моя первая деревня, в которой почему-то целых 3 церкви и ни одной кузницы. Понятно, на что ушел весь бюджет. Добудем немного хлебушка. И думаю, на вот этом вот месте можно обосноваться. Верстачок, сундучок, который выкладываем пока все ненужные вещи. Добудем еще дерево и камушка. Да ладно, это первый в жизни изумруд почти на 100-й высоте. А ну подвиньте, мы тут немного поспим. И пора строить дом. Строительство завершено, и наконец-то я могу насладиться новой игрой от Huyoverse, ведь уже сейчас начался набор на финальное бета-тестирование Zenless Zone Zero. Это увлекательный экшен-РПГ в жанре городского фэнтези, успевший прославиться своим неповторимым художественным стилем и завлечь поражающим геймплеем, невиданным ранее. Для тебя открыт целый выбор из множества персонажей с уникальным дизайном в стиле аниме, своим оружием и специальными навыками, которые точно не дадут заскучать и позволят тебе насладиться захватывающим игровым процессом на любимом устройстве. Ведь игра доступна на ПК, консолях, планшетах и телефонах. Благодаря обновленной системе экшена игра понравится как новичкам, так и опытным игрокам. Уже с первых минут поражая своими кинематографичными боями, с уникальными эффектами и приемами. А современный саундтрек придаст еще больше динамики и удовольствия от прохождения. В игре представлен совершенно новый сюжет, объединяющий различные элементы повествования, комиксы, диалоги и компьютерную графику, чтобы создать захватывающий опыт жизни в городе. Чтобы тебе принять участие в закрытом бета-тесте вместе со мной, регистрируйся на сайте по ссылке в описании и войди в уже готовую учетную запись Huyoverse. После чего выбери предпочитаемую платформу и обязательно пройди небольшой опрос, завершив который ты получишь код опроса и свою возможность окунуться в увлекательный мир Zenless Zone Zero. И вот мой домик наконец завершен. Как же тебе повезло быть моим соседом, потому что это я у тебя забираю. У себя в доме мы расставляем печки, верстак, кровать, сундучки, факела. И этот сундучок нужно тоже переставить. Вот так вот. Теперь мы крафтим палки и рамки, в которых у нас будут наши крафты. Как раз еще и фантом появились, в которых мне нужна мембрана. Оп, первая есть. Ну и в принципе ее пока что хватит. Ты что, офигел? Итак, у меня есть всего 2 яйца, из которых я скрафчу еще одного паука, а также сделаю яйцо призыва крипера. Помещаем их в рамки, и теперь у нас есть целых 3 яйца призыва. Но этого слишком мало. Поэтому находим курочек и уже сразу же яичко. И медленно, но верно ведем их к своему дому. Размножайтесь, а мы тем временем скрафтим яйцо фантома. Вот. Теперь мой куриный бизнес полностью процветает. Я постоял, немножко пофармил себе яичек. И теперь мы спокойно можем пробежаться по обычному миру, добывая ресурсы. Немножко лосося, чтобы сразу скрафтить яйцо призыва лосося. Овечку, вторую овечку и еще баранины. И крафтим сразу же 3 яйца призыва овцы. Потому что из 2 остальных у нас крафтится яйцо призыва лавы, которое мы тоже забираем. Курятина, 1 коровятина, чернильный мешочек, 1 скелетон. Добудем
добудем бамбучка, чтобы скрафтить панд. Какие миленькие попугайчики. Кстати, если мы добудем семена, то мы тоже себе сможем скрафтить одного такого. И вы посмотрите, какой он красивый. Крафтим печеньки, потому что я хочу его приручить. Видимо, я его перекормил. Ну, тогда тебя. Окей, кажется, я правда не знаю, чем их кормить. А ну, вы посмотрите, здесь еще один разрушенный портал. Золото себе. И что у нас в сундучке? Зажигалка, яблочко и золотой меч на разящий клинок 1. И, кстати, возле дома ведь тоже есть портал, в который я еще не ходил. Свинюшку я тоже еще не лутал, поэтому забираем. Приветик, дом, привет, мои дорогие курочки. Как вы здесь поживаете? Давайте мы вас покормим всех, чтобы вы здесь размножались, давали больше яичек мне. А я тем временем скрафчу то, что насобирал. А именно спавнер коровы, спавнер скелета, яйцо призыва курицы, чернильный мешочек для осьминога, зеленый бамбучок для пандочки и свининка для свинюшки. Логично, да? Размещаем все эти яйца призыва по своим местам в рамочках. Итого у нас собрано уже 14 яиц из обычного мира. Это яйцо повторяется, поэтому я тебя отпускаю на волю. Ну, как хочешь, что ж. А тем временем, носатый, давай двигайся, мы поспим. Берем с собой все самое необходимое. Не забываем кормить своих курочек. Так, это я не понял. И отправляемся исследовать портал, который находится возле дома. Золото сюда. В сундучке у нас ничего полезного, кроме кусочков золота и еще одного огнива. Так что восстанавливаем адский портал и благополучно отправляемся в ад. Да, как будто место могло быть и получше. Опа, я вижу крепость. Итак, в адском измерении мне нужно накопать песка душ, который мы переделываем в души. И из них мы можем скрафтить яйцо Элея. Какой тихоня, ё-моё. Как же долго бежать по этому песку душ. Пожалуй, накопаю здесь побольше блоков, чтобы нормально передвигаться. Забираемся на крепость. Привет, эфриты. Получайте, отдайте мне свои эфритовые палочки. Нужно больше палочек. Пожалуй, немножко отсижусь за углом, потому что они меня чуть не убили. Я посмотрю, вы самые храбрые, что аж сюда решили подойти. Получай, ты получай, ты тоже получай, и ты тоже получай. И еще нужно парочку палочек. А теперь я, пожалуй, от вас свалю, потому что хп вы мне оставили очень мало. Один стержень мне нужен для яйца призыва эфрита, остальные для прохождения Майнкрафта и крафтов. Так, я решил сбегать домой, скрафтить новые инструменты и пожарить еды, потому что понял, что очень плохо подготовился к адскому измерению. Мне нужны грибочки. Ладно, идея прыгать была очень плохой. Искаженный, и на всякий случай возьму такой. А ты-то тут что делаешь, ё-моё, скажи мне. Мог бы и наверху остаться, потому что я как раз бегу собирать ваши головы. Да ладно, спустя 100 лет наконец-то выпала первая голова. Аллилуйя! В честь этого даже можно подкрепиться и залутать мухоморчики. Да ладно! Боже мой, наконец-то эта третья башка выпала. Мне прочности ни на инструментах не осталось, ни на броне. Поэтому возвращаемся обратно домой. Скорее спим, подкрепляемся и крафтим все, что мы можем. А именно эфрита из огненного стержня, еще одного LA или же тихоню. И совмещаем его с ядовитой картошкой, чтобы у нас получился вредина. Из искаженного гриба мы получаем лавомерку. Из семян мы снова крафтим попугая. Иглобрюха, которого мы добыли еще давно. Крафтим сразу же 2 яйца призыва жителя. И одно из них используем с гнилой плотью, чтобы у нас получился зомби-житель. Золотые слитки для призыва пиглина. И одного из них объединяем с плотью, чтобы у нас получился зомбифицированный пиглин. Крафтим еще одного пиглина и добавляем золотой топор, чтобы получился брутальный пиглин. И теперь у нас получается не хватает рамок. Поэтому ломаем инструменты об коров, добываем паучий глаз, а теперь крафтим новые рамки. Также теперь мы можем скрафтить яйцо маленького наглого пещерного паука и еще одну корову, чтобы совместить ее с грибом. И у нас получилось яйцо призыва грибной коровы. Так, а ведь по сути я же могу скрафтить еще одну коровку, снова совместить ее с мухомором. И помимо собранного яйца теперь у меня будет моя личная грибная коровка, которая будет бесконечно давать мне запасы еды. Вот это я понимаю, Стонкс. Кормим всех наших любимых курочек. Мне кажется, теперь у меня их хватит до конца жизни. А мы тем временем дальше расставляем рамочки и размещаем все эти яйца призыва. Ё-моё, я промахнулся. Вот это я понимаю, кэшбэк. Так что мы его можем скрафтить заново и разместить в эту рамочку. И теперь на моей стене красуются целых 27 яиц призыва, которые мы собрали. И как всегда, одно яйцо получилось лишнее, поэтому я тебя отпускаю. Но это еще не все, ведь сейчас мы отправимся убивать Иссушителя. И зря же я так долго собирал черепушки визора скелета. Обновляем себе броню и инструменты, собираем еще еды и несколько курочек, чтобы получить розу визора. Ну и, конечно, куда же без любви и ласки. Так, ну-ка. Из этих курочек я сделаю яйца призыва, и так будет 100% шанс на появление моба. И мне не придется тратить целую кучу яиц для появления цыплят. А я на всякий случай заберу отсюда броню, чтобы на меня лишний раз не нападали пиглины. И отправляюсь в адское измерение. Добываем песочек душ для Иссушителя и копаемся в самый верх до бедрока. Спавним курочек на всякий случай в разных местах, чтобы они не умерли просто так. И крафтим Иссушителя. А теперь вот так спокойно его можем убивать. Ё-моё, успел отравить мне напоследок. Но зато мы получили звезду Незера и розу визора. Оставшихся курочек мы забираем и реинкарнируем их дома. Да ладно, я все-таки не зря сюда шел. Здесь огроменная крепость. Да тут еще и бастион рядом начинается. Вот это мне реально повезло.
И в сундучке у нас железные слитки, которые мне еще пригодятся. Конечно же, кожа для рамочек и магнетит. Для чего он нужен, напишите в комментариях. И сколько же здесь золота, это просто рай для меня. И еще сундучок, офигеть. Кусочек назарита из гуски магмы, которые мне нужны для крафтов. И меч на прочность я тоже заберу, потому что он прикольно блестит. И здравствуй, крепость. Ай-яй-яй, не надо, не бейте. Да ладно, ё-моё, я просто так выбил эту голову. Теперь я это он. Опачки, что у нас здесь? Какая-то фигня. А здесь у нас, да ладно, здесь у нас седла, которых мне нужно очень много для всяких крафтов. Капец, что здесь вообще за лабиринты такие, ё-моё. Да ладно, я наконец-то нашел эти гребаные адские наросты. Господи, как я долго их искал. Идите ко мне сюда, наконец-то. Конечно, было бы здорово выкопаться отсюда, но у меня сейчас сломается кирка, и я вообще останусь без всего. Так что теперь я обречен блуждать по этой крепости. Да ну, здесь еще 2 седла. Из хороших новостей это я почти отсюда выбрался. Скелетон, получай. И теперь настало время крафтов. Седло мне необходимо для крафта лошади, которые нужно скрафтить сразу же 3 штуки. И одну из них мы прямо сейчас можем превратить в лошадь скелета. И роза визора нужна для крафта яйца визор скелета. Пожалуй, скрафчу яички курятина и пожарю их, чтобы добыть курочки. Вот такие лайфхаки для выживания. Используйте. И мистер Газ, только вас в мою коллекцию не хватало. Ай, получай. Ё-моё, я эту слезу зарабатывал ценой своей жизни. Если ее сейчас там не будет, ну я не знаю, что я с ним сделаю. О, да ладно, наконец-то она у меня. Осталось только убить свинюшку, чтобы покушать и чтобы использовать в крафтах. Немножко подкрепимся супчиком. Размещаем лошадь-скелет, обычную лошадь и визора скелета. Теперь же мы можем скрафтить зомби-лошадь и мула, кто бы это ни был. Быстро крафтим 2 свинюшки. С одной совмещаем адский народ, чтобы получился хоглин. И с хоглина мы можем скрафтить зоглина. Конечно же, мы крафтим гаста, за которым я так долго гонялся. И остался совсем несложный крафт, для которого нам нужно сделать варочную стойку, скрафтить бутылочки и наполнить их водой. Это все дело нужно немножечко сварить, за что мы даже получаем похожую ачивку. И как вы и догадались, с помощью яйца и зелья я смогу скрафтить ведьму. Для нее, блин, приходится делать отдельную рамку. Размещаем все эти яйца в рамочки и с радостью могу заявить, что все адские существа собраны. Но впереди нас ждет еще много несобранных, в том числе и запрещенных крафтов. А продолжение будет зависеть от вашей поддержки в виде лайков. Также можешь предложить свою идею по следующему сбору в комментарии. И не забывай подписочку на ТГ канал. Спасибо, что досмотрел до конца и хорошего тебе настроения.